Всем доброго времени суток. Мы находимся с вами в старом заброшенном саду. Здесь преимущественно у нас яблони. И знаете, что я здесь ищу? В мае-то месяце рядовку майскую. Я знаю, что она здесь может быть, потому что в этом саду я собирала ее не один, не два и даже не 5 раз. Так что пойдем с вами вместе и посмотрим, выросла ли здесь рядовка майская. Середина мая, Украина, Черниговская область. Одновременно здесь есть заросли сныти, что очень мешает в поиске рядовок. А вот и первое плодовое тело сверху очень похоже на рядовку майскую. Да и снизу, собственно, тоже. Вот она, рядовка майская. Конечно же, червивая. Кстати, не факт, что мы найдем хотя бы одну не червивую. Ну вот она, с частыми светлыми пластинками. Ну и, конечно же, что в рядовке майской самое классное, это запах. Я не думаю, что есть человек, кому этот запах не понравился. Растет этот гриб рядами, так что вот еще маленькая, вот там вот большая, может быть, еще и найдется, и не червивая. Конечно же, я буду использовать нож грибника, свой новый, очень хороший. Вот, очень острый. Будем смотреть на червивость. Конечно же, она червивая. Ну вот, такая рядовочка. Теперь берем маленькую. А маленькая хорошая. Первая моя на сегодня хорошая рядовка. У рядовки майской есть особенность. Она похожа на типичную рядовку. У нее не переходят пластинки в ножку. Вот они заканчиваются и начинается ножка. У нее ножка, конечно же, она была бы цельная, если бы не была такая червивая. Ну и, как и все рядовки, очень-очень быстро червивеют. Пластиночки светлые. И их ширина очень-очень небольшая по сравнению со всей шляпкой. Маленькие бывают тоже червивые. Вот размера не сильно зависит. Вот как только жарко, так рядовочки и червивые. Я хорошо знаю, где растут в этом саду рядовочки, поэтому мне их искать не тяжело. А вообще, если хотите найти рядовку майскую, осматривайте сады старые, низинные местности, чтобы были яблони, например, осины. И вот опавшая листва, под которой они прячутся. Вот еще две рядом рядовочки. Тоже, конечно же, червивые. Знаете, такая познавательная у нас прогулка больше получается. Либо я опоздала, либо здесь такая беда и была. Кстати, вот эта червивая не сильно. Наверное, я даже ее возьму. Так хочется рядовочки майской пожарить. Совсем хочется. Честно скажу, не раз хотела поймать момент, когда эта рядовка будет не червивая. Но все-таки это зависит никак не от времени, даже, наверное, не от погоды. Настолько активны червячки, я так понимаю. Бывают моменты, когда на улице очень сухо, и рядовка майская не червивая. А бывает она вот такая вот маленькая, идут дожди, и она полностью вся
червивая. Как-то угадать не получается. А вот и то самое ведьмино кольцо майской рядов. Вот. Идет кольцо. Может быть, там и куча есть. Ну что, может, хоть одна не червивая. Как я сказала, для майской рядовки самое любимое место роста – это яблоневые сады. Сейчас я сад поменяла и поищем рядовочку здесь, потому что мой урожай очень маленький и в основном все червивое. Идем туда. Вот здесь уже грибочки намного лучшей консистенции. Вот такая же майская рядовочка, как в предыдущем саду. Вот ее же запах. Но она такая вот вся хрупкая. Сейчас возьмем ножик. Срежем. И здесь она тоже червивая. Смотрите, как получилось. Она начала расти и не вверх, а в бок. Может быть, это спасло ее от червячков? Как куда-то. А вот одна попалась нормальная. Посмотрите, вот совсем чуть-чуть ее поели, но это не критично. Вот мой сегодняшний несерьезный урожай. Как видите, гриб хороший, но попробуй его еще найди в нормальном состоянии. А это? Нашла свои червивые рядовки майские, собираюсь уходить, а здесь на тебе, вот. Вот. А знаете, что это? А это рядовка сорная. Рядовка сорная, она чем-то похожа на рядовку фиолетовую, тоже такая же сиреневенькая. Вот. Но менее вот это вот фиолетово-синева менее выражена. И шляпка вот. Если сверху смотреть, ну очень похожа на рядовку фиолетовую. Ну немножечко вот и сам размер поменьше. И сами пластинки посветлее. И время произрастания ранее, май. Ну, запах у нее, конечно, не рядовочный. Такой слабый-слабый грибной. Растет она вместе с рядовкой майской. Вот сейчас маевочка пошла, да? Вот она, светленькая такая. И вместе с ней можно сейчас встретить рядовку сорную. Вот. Причем я их нашла рядышком. Вот нашла еще одно место с рядовкой майской. Очень надеюсь, что такая мелкая будет чистая. И наконец-то мой срез увенчался успехом. Абсолютно чистый грибочек. Чистый, даже маленькой червяточинки нет. Надо посмотреть здесь внимательно. Раз это мелкая, может быть еще есть. Конечно, такая высокая трава. В ней крайне неудобно. Смотри, так, вот еще маленькое что-то беленькое. Вот. Тоже чистая.
Кстати, крайне странно. В одном и том же месте есть очень червивая рядовка майская и маленькая, еще чистая, только вылезла. Ну, похоже, здесь еще. Вот. Кстати, очень удивила рядовка сорная. Здесь я еще не находила ее. Вот еще рядовочка. Тоже очень плотная, очень червивая. Может быть, мне тоже повезло, и это окажется не червивой. Вот абсолютно вся. Вот видите, какая маленькая. Маленькая, такая же точно, как я только что нашла. Ну, это более-менее. Рядом же растут абсолютно. Вот еще какая-то бежевая штучка. О, а это чистенькая. Класс. Я так понимаю, здесь рядовочка майская только начинается. Потому что вот она просто спрятана. Вот таким вот не то листьями, не то травой стали. Вот еще мелкая. Вот такие вот маленькие рядовочки майские. Эти мелкие грибочки оказались чистенькие. Что, мне начинает улыбаться удача? Посмотрим тогда в этих кустах еще. Так как рядовка майская образует круги, кольца, то вполне возможно, что здесь ее будет, ну, не то чтобы много, но достаточно. Чистенький весь. Вон как прячется. О. Ну, не зря она и прячется. Вот маленькая еще рядышком. Может, еще есть. Совсем спрятались. Как видите, трава очень высокая, грибов практически не видно. Вот. А они есть. Меня задевают прям вот эти вот травинки. Такое ощущение, что на тебя какие-то жучки лезут. Первая была червивая. Вторая нормальная. Ну, такое хорошее место. Лучше, чем предыдущее. Нашла я рядовки майских не так много, но, наверное, больше, чем ожидала. Поеду уже домой. Больше ее, наверное, здесь нет. Или я не нашла.